Чили – это, наверное, одна из самых удивительных стран в мире. И все благодаря своей форме и географии. Ведь Чили – это узкая полоска земли вдоль Тихоокеанского побережья Южной Америки. Ее длина 4270 километров. Посмотрите, если перенести ее на карту Северной Америки, она протянется от Канады до самого юга Мексики. А если наложить Чили на карту Европы, страна протянется от севера Скандинавии прямо до Африки. Вот насколько длинная эта страна. Именно из-за такой формы в Чили умещается сразу 7 климатических зон, от раскаленных пустынь на севере до ледников на юге. Ни в одной другой стране мира нет такого разнообразия климата. При этом средняя ширина страны всего 180 километров. Поэтому утром здесь можно пойти кататься на лыжах, а вечером заняться серфингом в океане. Всего 1,5 часа езды отделяют ледники от тихоокеанских волн. Интересно и то, что с востока страну закрывает горная цепь Анд с вершинами выше 6000 метров. Эта стена блокирует дождевые облака, идущие со стороны Амазонки, и не пускает их дальше на запад. Во многом поэтому восточная часть материка тонет во влажных лесах, а западная, чилийская, превращается в одну из самых сухих территорий планеты. Здесь лежит пустыня Атакама. Это самая сухая территория на Земле, если не считать Антарктиду. Атакама бьет все рекорды сухости. В ее сердце есть места, где за сотни лет на Землю не упало ни единой капли воды. Кое-где засуха длится уже 4 века. Жизнь в таких условиях кажется невозможной. К примеру, в чилийском городе Арика годовая норма осадков составляет ничтожные 2 мм. Это буквально толщина монетки. Но тогда откуда люди берут воду? Удивительно, но они берут воду прямо из тумана, как бы странно это ни звучало. У побережья Атакамы регулярно образуется густой туман под названием Каманчака, который приносит влагу с океана. Местные жители растягивают специальные сети площадью 40 квадратных метров. И каждая такая сеть собирает до 500 литров питьевой воды в сутки, просто из воздуха. Например, в заповеднике Серо-Гранде установлено 34 туманоуловителя, где собирается до 650 тысяч литров воды в год. Благодаря этому туману на южной границе Атакамы сохранился участок влажного леса, будто его перенесли с другого конца страны. Лес Фрай-Хорхе получает влагу преимущественно из тумана. Туман Каманчака оседает на листьях, превращается в капли и буквально поливает деревья. И все бы ничего, да только этот лес является реликтовым, и по оценке ученых ему уже больше 20 миллионов лет. В те времена по этому лесу бродили баринозухи, смешные крокодилы с длинными ногами. А у побережья плавали огромные доисторические акулы – мегалодоны. Вот такой удивительный лес. Здесь же, в Атакаме, есть место под названием Лунная долина, которая выглядит как Марс. И сходство с Марсом не только внешнее. Из-за крайней сухости Атакама стала полигоном, где космические агентства испытывают марсоходы и оборудование для будущих миссий. Вы, наверное, наслышаны о загадочных геоглифах плато Наска в Перу. Однако в Атакаме их больше. Около 5000 зарегистрированных геоглифов, и некоторым из них уже 3000 лет. Самый крупный из них – антропоморфный гигант Атакамы. Он находится на склоне одного из холмов пустыни и в длину около 120 метров. Его создали местные народы около 1000 лет назад. По одной из версий, выступы вокруг головы помогали следить за движением Луны и определять приближение сезона дождей. Хотя визуально выступы больше похожи на модную прическу. Ну а если вы знаете, для чего или для кого древние люди создавали такие геоглифы, которые видны в основном с высоты, то пишите об этом в комментариях. Однажды, а если быть точнее, в июле 2011 года, в эту вечную сушь внезапно пришел снег. Огромные сугробы высотой почти в метр легли прямо на песок пустыни. Из-за снега перекрыли дороги и пришлось спасать сотни застрявших людей. Настолько это было неожиданно.
Хотя природа удивляла и позже, подобные, пусть и менее масштабные снегопады возвращались в Атакаму в 2015-2021 годах, а также совсем недавно, в июне 2025 года. И все же именно рекордные сугробы 2011 года навсегда вошли в историю пустыни. Но вообще здесь всегда очень сухо, и у такой сухости есть неожиданный плюс. Сухой воздух Атакамы и полное отсутствие светового загрязнения дают ученым 300 ясных ночей в году, лучшие условия для наблюдения за космосом на всей планете. Именно поэтому в Чили сосредоточено около 40% мировой астрономической наблюдательной мощности. Здесь стоит телескоп ALMA стоимостью $1,5 миллиарда, который изучает раннюю Вселенную и фиксирует рождение звезд и планет. А на горе Серро-Параналь на высоте 2635 метров работает очень большой телескоп, чьи основные задачи – это изучение черных дыр в центрах галактик и поиск планет, на которых есть жизнь. Здесь же, в пустыне, есть один интересный объект – одинокая бетонная ладонь высотой 11 метров. Скульптура «Рука пустыни» создает сюрреалистическое зрелище, будто гигант, погребенный под песком, отчаянно пытается выбраться на поверхность. Если не знать об этой скульптуре заранее, ее внезапное появление посреди пустыни может сильно напугать. В Чили есть более 130 действующих горячих источников, большинство из которых расположено в Андах. Многие из этих природных бассейнов кипят прямо у подножия действующих вулканов. Вообще на территории Чили находится 2000 вулканов, 90 из которых до сих пор проявляют активность. Один из них, Охас-дель-Саладо, поднимается на 6893 метра. Это самый высокий действующий вулкан на планете. А возле его вершины, на высоте почти 6500 метров, лежит небольшое кратерное озеро, самое высокогорное постоянное озеро в мире. Самое мощное землетрясение в истории наблюдений, произошедшее в Чили в 1960 году, изменило не только рельеф страны, но и вращение Земли. Сейсмическая волна была такой силы, что заставила планету дрожать подобно колоколу еще несколько дней. В результате катаклизма сместилась земная ось, а сама Земля стала вращаться быстрее, навсегда сократив сутки на доли секунды. Чили находится в сейсмически опасной зоне Тихоокеанского огненного кольца, а размеры страны позволяют строиться вширь, поэтому малоэтажное строительство исторически безопаснее и проще. Когда, открыв карту, я совершал виртуальные прогулки по городам, то в подавляющем большинстве случаев видел одноэтажную двухэтажную застройку. Конечно, в Сантьяго, как и в любой другой столице, вы увидите много высотных зданий. Если я ошибаюсь, пишите об этом в комментариях. В стране расположен самый длинный автомобильный маршрут Южной Америки. Через страну проходит Панамериканское шоссе, пересекающее почти всю ее длину. Чилийский отрезок этой легендарной трассы, известной как самая длинная дорога в мире, по версии книги рекордов Гиннесса, позволяет водителю без единого поворота пересечь 4 климатические зоны. Начавшись в самой засушливой пустыне планеты, шоссе мчит мимо океанских пляжей и мегаполисов, упираясь прямо в первозданные патагонские ледники. Южное патагонское ледниковое поле занимает 12 тысяч квадратных километров. От него питаются десятки огромных ледников, многие из которых сползают прямо в океан. А от ледников ежегодно откалываются айсберги размером с многоэтажные дома. Это крупнейший запас пресной воды в Южной Америке. Один из таких ледников буквально висит на скале. Висячий ледник Кеулат лежит высоко над Бирюзовой лагуной, а талая вода срывается с него несколькими водопадами на сотни метров вниз. Со стороны кажется, будто ледник просто застрял на краю горы. Здесь можно прожить 4 времени года, всего за одни сутки. Утром вы рискуете проснуться под снегопадом, уже через час жмуриться от яркого солнца, в обед промокнуть до нитки под проливным дождем, а к вечеру наслаждаться идеально чистым ясным небом. И все это из-за Тихого океана, который постоянно атакует побережье своими воздушными массами. В
В Патагонии также есть пещеры, целиком выточенные в мраморе озерными волнами. Мраморные пещеры озера Хенераль-Каррера формировались несколько тысяч лет. Вода постепенно прорезала в скале целые залы с серыми и голубыми узорами. Однако цвет пещер постоянно меняется. В зависимости от времени суток, уровня воды и погоды они могут казаться синими, зелеными, серебристыми или даже просто белыми. Добраться сюда можно только по воде. Например, по крупнейшему в Чили озеру, разделенному между двумя государствами и имеющему два названия. В Чили его называют Хенераль-Каррера, а в Аргентине – Буэнос-Айрес. Площадь этого озера 1850 квадратных километров, а максимальная глубина, в зависимости от гидрологических исследований, составляет от 586 до 590 метров. Эти цифры позволяют озеру уверенно удерживать позиции в топ-15 глубочайших озер мира. Столица страны, Сантьяго, лежит в огромной котловине между Андами и береговой кордильерой. Зимой здесь слабый приток свежего воздуха и проблема смога, а летом замкнутый рельеф аккумулирует тепло, из-за чего температура часто превышает плюс 35 градусов. Метро Сантьяго по праву считается гордостью Латинской Америки и технологическим чудом региона. На новых линиях футуристичные поезда скользят на полном автопилоте, то есть без машинистов, а сами станции поражают своей чистотой. Всего в 100 километрах к западу от Сантьяго, на океанском побережье, расположился колоритный Вальпараисо. Город стоит на 40 холмах, поэтому вместо привычного подземного метро здесь уже больше столетия активно используют фуникулеры. Некоторые из подъемников работают еще с 19 века. Вальпараисо называют мировой столицей стрит-арта, потому что практически любой фасад может оказаться полотном для картины уличного художника. Кто знает, быть может поэтому именно здесь, в Вальпараисо, находится здание Национального конгресса Чили. Чуть южнее, в часе езды от Вальпараисо, на курорте Альгаробо, расположен самый большой в мире открытый бассейн. Его длина составляет 1013 метров, а площадь превышает 8 гектаров, поэтому туристы перемещаются по нему на байдарках и парусных лодках. Бассейн заполнен кристально чистой океанской водой, а технологии позволяют поддерживать ее прохладной даже в жару. На юге в Патагонии есть один интересный поселок, где вместо улиц деревянные мостики. В Калета-Тартель практически нет обычных автомобильных дорог внутри населенной части. Здания и причалы соединяет система деревянных настилов, мостов и лестниц. Они построены над болотистой почвой, и по сути значительная часть города напоминает один гигантский пешеходный пирс. Автомобиль можно оставить у въезда, а дальше приходится идти пешком. В Чили также существует целый пояс городов-призраков. Многие были построены вокруг рудников по добыче селитры, а после падения мирового спроса города полностью опустели. Сегодня эти заброшенные поселения находятся под охраной. Здесь регулярно снимают исторические передачи и тревел-шоу о самых жутких заброшенных местах планеты. Береговая линия Чили чрезвычайно изрезана фьордами, и если растянуть все эти изгибы в одну прямую линию, то она дважды обогнет земной шар по экватору. Это больше 80 тысяч километров. По количеству фьордов страна уступает только Норвегии и Гренландии. Некоторые патагонские фьорды имеют глубину более километра. В таком фьорде под водой целиком скрылась бы Бурдж-Халифа. А у побережья рассыпано больше 43 тысяч островов, и большинство из них необитаемы. Поэтому на юге страны между многими населенными пунктами вообще нет дорог. Люди передвигаются на паромах. Здесь даже многие аэропорты принимают гидросамолетов больше, чем обычных самолетов. Зачастую это единственный быстрый транспорт. А на самом юге страны, на 54 градусе южной широты, стоит город Пуэрто-Уильямс. Это самый южный город на Земле. Дальше на юг только океан и лед.
До Антарктиды рукой подать, всего 1000 километров. Отсюда можно купить полноценный круиз к пингвинам и айсбергам. Путешественники отправляются в Антарктиду либо на борту научно-исследовательских судов, либо долетают туда всего за 2 часа на специальных полярных самолетах, садящихся прямо на вечный лед. Возможно, вы сейчас удивитесь, но знаменитый остров Пасхи с его каменными истуканами принадлежит Чили и находится аж в 3500 километров от материкового побережья. Это одно из самых удаленных обитаемых мест на Земле. На острове находится больше 900 статуй Моаи. Самая тяжелая весит 270 тонн, но ее так и не закончили, она лежит в каменоломне. Когда археологи полностью раскопали несколько Моаи, оказалось, что под землей скрываются целые фигуры, высотой до 7 метров, а на их спинах высечены петроглифы. Оказалось, что знаменитые головы с картинок – лишь верхушки гигантских статуй. Еще здесь нашли таинственную письменность Ронга-Ронга. До наших дней сохранилось 27 деревянных предметов с этими знаками. Текст написан перевернутым бустрофедоном. Дочитав строку, табличку нужно повернуть на 180 градусов и читать следующую. И до сих пор никто не смог полностью расшифровать эти тексты. Один раз в год жители острова устраивают фестиваль Тапатия. Он длится 2 недели, а одно из самых зрелищных соревнований – спуск с холма на 2 связанных банановых стволах. Животные здесь тоже удивляют. Например, здесь живет анский кондор, самая большая летающая хищная птица в мире. Размах его крыльев больше 3 метров при массе 15 килограмм. Эта птица способна пролететь 160 километров без единого взмаха крыльев, просто скользя на теплых потоках воздуха. На севере Чили пингвины живут вовсе не среди льдов, а бок о бок с кактусами и раскаленными скалами. Пингвины Гимбольдта прекрасно чувствуют себя на границе с самой сухой пустыней мира. Увидеть этих полярных на вид птиц на фоне песчаных дюн – абсолютный разрыв шаблона. На островах Магдалена и Марта гнездится колония из 120 тысяч магеллановых пингвинов. А в заливе Бесполезный, на огненной земле, обитает колония из 300 королевских пингвинов, ростом до 90 сантиметров. Это единственное место их размножения за пределами субантарктических островов. В горах Анд пасутся верблюжьи семейства, такие как ламы, альпаки, викиньи и гуанако. Шерсть викиньи – одна из самых дорогих в мире – $400 за килограмм, при толщине волоса всего 12 микрон. В южных лесах живет пуду, самый маленький олень в мире, ростом всего 35 сантиметров в холке и весом не больше 10 килограмм. Он строит целые тоннели в зарослях бамбука, чтобы прятаться от хищников. И если вы сейчас потянулись к клавиатуре, чтобы рассказать о мышином олене, то да, он меньше оленя пуду. Но мышиные олени на самом деле не являются настоящими оленями и занимают свое отдельное место в животном мире. Так что все-таки олень пуду по праву является самым маленьким оленем в мире. Еще в скалах Анд живут горные шиншиллы, а на 1 квадратном сантиметре их кожи умещается 20 тысяч волосков. Это самый густой мех среди млекопитающих на Земле. Как вы могли уже заметить, они немного отличаются от домашних шиншилл и выглядят более свирепо. Да что говорить, здесь даже дельфины смешные. Каждый год в проливе Магеллана можно наблюдать миграцию дельфинов-коммерсонов, которые выглядят как панды и невероятно подвижные. Они постоянно выпрыгивают из воды, совершая до 50 оборотов в минуту. Они будто хотели стать касатками, но не хватило черной краски. С декабря по апрель в залив Залув Корковадо приплывает 300 синих китов, чтобы откормиться крилем. И если вы не знали, то синий кит – это самое крупное животное за всю историю Земли, длиной до 30 метров. У побережья охотится стаями гигантский кальмар Гимбольдта, до 2 метров в длину, с сотнями присосок на щупальцах, каждая из которых окружена кольцом острых хитиновых зубов. И вот вам еще один рекорд. В парке Алерси-Кастеро растет кипарис,
возраст которого оценили в 5484 года. Ствол диаметром 4 метра, и это старейший живой организм на всей планете. И еще немного интересных фактов. Чили экспортирует 2 миллиона 600 тысяч тонн фруктов в год, яблок, вишни, винограда, как раз тогда, когда в северном полушарии зима, ведь в Чили в это время лето. А в Центральной долине ежегодно выращивают 250 тысяч тонн авокадо, из которых 100 тысяч тонн уходит на экспорт. Хотя 1 гектар таких плантаций требует 100 тысяч литров воды в день. А еще каждый год страна экспортирует 700 тысяч тонн лосося, уступая по этому показателю только Норвегии. Рыбу выращивают в холодных фьордах юга, где вода постоянно обновляется океанскими течениями. Чили также добывает четверть всей мировой меди. Медный рудник Чукикамата – это самая большая открытая горная выработка в мире, чей шрам на теле планеты хорошо различим даже из космоса. Спиральная дорога уходит в бездну карьера. Работающие там карьерные самосвалы имеют колеса выше двухэтажного автобуса. Здесь же находится и самая глубокая шахта по добыче меди в мире – Эль-Тиньенте. Ее подземные тоннели растянулись на 4500 километров. Это больше, чем протяженность всей страны. Внутри этого гигантского подземного муравейника проложены настоящие многополосные дороги для автобусов и поездов, а глубина выработок уходит вниз на 1200 метров. А в знакомой уже нам пустыне Атакаме стоит солнечная башня высотой с небоскреб, которая умеет обманывать ночь. Ее название Серра-де-Минадор – это первая на континенте солнечно-тепловая станция такого масштаба. В ее центре высится 252-метровая игла, окруженная фантастическим полем из 10 600 управляемых зеркал. Зеркала крутятся за солнцем и бьют лучами в одну точку, создавая на вершине башни ослепительное рукотворное светило. Пойманное тепло плавит тонны соли в огромных баках-аккумуляторах. Расплавленная соль работает как колоссальный термос. Накопленного за день жара хватает почти на 18 часов, так что станция выдает электричество на полную мощность даже по ночам. В Сантьяго стоит самый высокий небоскреб Южной Америки. Высота Гран-Торре-Сантьяго составляет ровно 300 метров. Здание остается первым по высоте на континенте, а смотровая площадка на верхних этажах дает круговой обзор города и Анд. Башня построена в сейсмически активной котловине Сантьяго. Во время землетрясения магнитудой 8,8 в 2010 году недостроенное здание выдержало колебания без серьезных повреждений. Это своего рода инженерный подвиг. Самое высокое здание континента стоит в одной из наиболее сейсмоопасных стран мира. Напоследок хотелось бы вам показать 10 самых красивых мест Чили. Это будет молчаливый тур, поэтому всего вам наилучшего и до новых встреч!